Если вы думаете, что вся эта война где-то далеко, в полях под Авдеевкой или в степях под Мелитополем, а в вашей уютной Риге, Таллине или, прости господи, Берлине все будет стабильно и скучно, то вот вам факт. 60 часов. Ровно столько, по подсчетам Ранда, нужно российской армии, чтобы дойти до столиц стран Балтии. Таллин, Рига, Вильнюс – как 3 понедельника между отпуском. Это не я придумал, это симуляция, сделанная западными экспертами еще до вторжения в Украину. И угадай что, ВСУ за 3 месяца после 24 февраля 2022 года потеряли больше территорий, чем вся Балтия вместе взятая. Значит, 60 часов – это не метафора, это, сука, дедлайн. А теперь давайте вместе посмотрим, кто и что успеет за это время. Европейский Союз, НАТО или только тревожный пост в Твиттере и очередную партию сникерсов для солдат. Рад приветствовать вас на канале «Утилизатор реальности». И если ты все еще надеешься, что НАТО спасет тебя от бункерного диктатора, срочно исправляй эту ошибку. Здесь мы говорим не сухим языком брифингов, а как есть. Кто тупит, кто просрал. И как вообще не оказаться в оккупации с российским паспортом и референдумом на носу? Начинаем. У Путина нет новых идей, только старые сценарии с новыми подписями. Вот, например, версия номер 2 – удар по странам Балтии. Сценарий выглядит до неприличия знакомо. Провокация, истерика, защита русскоязычного населения. И привет. 200 километров от Пскова до Таллина проходят быстрее, чем западные чиновники открывают рот, чтобы сказать «мы глубоко обеспокоены». Эстония, Нарва. Пара взрывов, митинг за права русских. И вот уже вежливые человечки с дронами и флагами России на мосту. Латвия, Даугавпилс. Классика. Нашли украинский след. Мирные жители в опасности. Перешли границу ради гуманитарной миссии. Литва. Блокировка Сувалкского коридора. Для Путина просто кнопка «Включить адреналин». Все это уже просчитано военными аналитиками. Только там это звучит сухо, а в реальности – кровью и хаосом. И самое мерзкое – Путину не нужны эти города. Ему нужно другое – сломать НАТО через колено. Заставить Европу грызться внутри, пока кто-то орет. Это не наш конфликт. Вот тогда и наступит его победа. Смотри, существует 2 типа людей. Те, кто действует, и те, кто совещается. Россия действует. Она копит технику, обучает дроновые подразделения, запускает кибератаки и расставляет туристов с флагами по периметру. НАТО думает. Совещания, пресс-релизы, мы выражаем обеспокоенность. А пока они обсуждают, кто оплатит дорогу до Вильнюса, по этой дороге уже идут колонны. Калининград. Маленький, но острый шип в теле Европы. Оттуда можно перекрыть морские поставки, по суше удушить логистику. Сувалкский коридор – то самое узкое горлышко между Литвой и Польшей. И пока европейцы согласовывают бюджет на его модернизацию, Россия отрабатывает, как блокировать этот маршрут дронами и рэбами. И знаешь, кто сейчас реально держит фронт, пока НАТО листает документы? Украина. Она воюет не ради ценностей, а ради того, чтобы фронт не переместился в Эстонию. Ее армия – это лаборатория будущей европейской войны. Но Европа продолжает делать вид, что ей хватит бумажных планов. У Путина цель не в том, чтобы взять территорию. Цель – сломать мозг. Пока все ждут танков, он бьет по сознанию. Давай по пунктам. Первый – провокации. Взрывы, слухи, митинги русскоязычных, чтобы запустить истерию и дать предлог для миротворческой миссии. Дальше. Информационные фейки. Вбросы, утечки, видеопогромов, чтобы подорвать доверие и запутать общество. Третий пункт – беженцы, потоки паники, забитые дороги, кризис на границах, гуманитарный хаос превращается в политический. Четвертый – диверсии инфраструктуры, подрывы кабелей, атаки на порты и энергетику, чтобы Европа сама встала на колени от коллапса. Ну и пятый пункт – ядовитый коктейль для НАТО. А именно ударить и рискнуть ядерным ответом, втянуться в мясорубку или сдаться ради мира. И вот этот третий вариант – именно то, чего добивается Кремль. Он хочет, чтобы Европа усомнилась в себе, чтобы НАТО выглядело не львом, а офисной сучкой. Так что если Европа не хочет однажды проснуться в новой геополитической тундре, ей пора бы начать шевелиться. И вот вам, уважаемые товарищи генералы НАТО,
Коротенький чек-лист реальных действий от скромного авторского канала «Утилизатор реальности». Вы даже можете где-то там на очередном вашем саммите зачитать его на всю аудиторию. Вам плюс еще одна звезда на погоны, ну а мне дополнительные пара сотен подписчиков. Итак, первое. Объединить оборонные бюджеты и закупки. Не 30 договоров, а 1. И быстро. Второе. Сделать ставку на дроны и ПВО. Украина уже показала, что это будущее. Делайте выводы. Третье. Модернизация логистики. Сувалкский коридор, не стройплощадка, это артерия. Четвертое. Постоянное присутствие НАТО. Нет, не ротации. Я говорю о гарнизонах. Пятое. Интеграция Украины. И пусть не по бумаге, но по факту. Ведь Украина сегодня – это уже армия Европы. Шестое. Резервные склады боеприпасов и топлива. Да-да, чтобы не начинать войну с пустыми руками. Ну и седьмое. Обучение населения. Каждый европеец должен знать, что делать, если завтра сирена прозвучит не на телефоне, а за окном. Это не паранойя, это профилактика. Ведь сегодня Киев – фронт, а завтра им может стать Вильнюс, Таллин или Варшава. Европа часто говорит о ценностях. Красиво, пафосно, с переводом на все языки. Но у ценностей есть одна мерзкая особенность. Их нужно защищать, а не обсуждать на саммитах под кофе. Украина платит кровью, чтобы Европа могла платить налогами. И пока одни гибнут под Харьковом, другие спорят, стоит ли отправлять еще одну батарею патриотов, или не разозлит ли это Путина. А ведь у истории отличная память. Она всегда возвращает долги. В 40-х она уже видела, чем заканчиваются мирные переговоры с агрессором. И если сейчас Европа снова решит не провоцировать, то через пару лет ее уже некому будет защищать. Потому что пока вы спите под одеялом демократии, кто-то уже примеряет на вашу страну российский флаг. И кто бы там что ни говорил, Путин не безумен, он расчетлив. Он не будет штурмовать Берлин, он просто сделает так, чтобы НАТО само в себя не поверило. Ему достаточно одного заявления о беспокойстве вместо действий. И все, Украина пала, Альянс выдохся, Европа дрожит. Россия не победит НАТО оружием, но способна победить его апатией. Пока одни действуют, другие ждут, кто первым моргнет. Так вот, если Европа хочет жить без войны, ей нужно понять простую вещь. Украина – это Европа. Помогая ей, вы защищаете себя. А если будете и дальше отмораживаться и продолжать тянуть кота за яйца, тогда не удивляйтесь, если однажды увидите шахед над своим домом. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был канал «Утилизатор реальности». Место, где розовые очки бьют не хуже гаубиц. Подписывайся, ставь лайк, бей в колокол и, главное, напиши в комментах, как ты думаешь, Европа вообще понимает, что эта война уже ее война. Ну а всем, кто хочет помочь нам с развитием канала, напоминаю, что по цене пары чашек кофе в месяц вы можете оформить спонсорство. Ну а для криптомагнатов в описании будут соответствующие реквизиты. Как-то так. Быть добру и слава Украине!